вам показать пересадку антуриума в горшок системы автополива с использованием циафлоры. Горшок системы автополива состоит из внутреннего, внешнего горшка, уровнемера и водовода. Водовод — это жгут, продетый в отверстие внутреннего горшка, так чтобы его кончики спускались вниз на одинаковую длину. Уровнемер собираем. Делается это все довольно-таки легко. При положении индикатора в минимальном положении вода в поддоне отсутствует. В положении максимальном вода доходит до дна внутреннего горшка. Преимущество использования горшка с автополивом дает возможность растениям получать только то количество воды, которое необходимо ему в данный момент. В зависимости от окружающей температуры и влажности обеспечивает растение влагой на срок от 3 недель. При пересадке будем использовать циафлору. Это универсальный пористый влагосберегающий грунт для всех видов растений. Обладает ростостимулирующим эффектом, создает оптимальные условия для роста корневой системы, сохраняет влагу. В качестве дренажа я хочу использовать кремниевит. Он содержит большое количество кремния, который стимулирует корневую систему и является антистрессовым фактором. И лечузу. Лечуза содержит препараты, которые блокируют грибки, разрушающие корни растений, и содержит большое количество микро- и макроэлементов. Кремниевит, лечуза. Смешиваем два этих субстрата. И засыпаем на дно горшка. Далее на одну третью часть объема засыпаем циафлору. Можно произвести пересадку методом перевалки, то есть с сохранением земляного кома. Это более щадящий метод, он не травмирует корни растений, а можно садить антуриумы в чистый субстракт. Это обеспечит получение максимального эффекта от использования циафлоры. Я буду пересаживать его в чистый субстракт. Извлекаем аккуратно растение. Аккуратно, потому что не забываем, что корни у антуриума очень хрупкие. Далее обтряхиваем, опять же, чтобы не травмировать лишний раз корневую систему. Освобождаем от излишек грунта. Если у вас нету кремниевита или лечузы, производитель допускает использование циафлоры совсем без дренажа, то есть чистой циафлорой. Опускаем растение в горшочек и аккуратно в свободное пространство засыпаем циафлорой. Антуриумовая первый полив осуществляется обычным способом, то есть сверху вниз. При первом поливе допускается шипение грунта и парение. Влага постепенно заполнит весь объем горшка. В течение примерно 2 месяцев поливать растения надо обычным способом, пока корни не достигнут резервуара. Только после этого начинает работать система автополива. Частая ошибка — это когда воду заливают и в систему автополива, и поливают сверху. Происходит залив, и растение погибает. Время полива можно определять по верхнему слою. Если он полностью просох, субстрат посветлел, значит настало время поливать. Как проверить, проросли ли корни?
Через несколько недель заполните резервуар водой наполовину. Если индикатор уровня воды понизится в ближайшие дни, значит корни доросли резервуара, и система автополива начинает работать, и поливать растения необходимо только через систему автополива. Вот она находится вот здесь. Также надо помнить, что как только индикатор достигнет минимальной отметки, это еще не означает, что растения надо незамедлительно поливать. Грунт еще влажный, можно какое-то время подождать. Также не забываем про сухой период. В это время растения не поливают, оно питается накопленными веществами и питательными элементами, которые накопил субстрат. В зависимости от температуры, условий влажности и особенностями растений, сухой период длится от 2 до 10 дней. Растения посажены. Спасибо за внимание.